Плохая погода оказывается. Холодный воздух стимулирует выделение тестостерона, гормона, влияющего на желание заниматься любовью у мужчин. Содержание тестостерона в женском организме намного меньше, поэтому холода на нашу сексуальность влияют мало. Более того, пасмурная осенняя погода может временно понизить наш гормональный фон и, соответственно, чувственность тоже. Как, впрочем, и сильная жара, поэтому секс в горячей ванне не только снижает шансы на оргазм, но и вообще вреден для сердца и сосудов. Идеальная температура для секса – 25 градусов по Цельсию. Плюшевый мишка. Вы бы никогда не подумали, что источник сексуальных проблем любимый плюшевый мишка, с незапамятных времен обитающий у изголовья вашей кровати. За вас об этом подумали психоаналитики. Мягкие игрушки из нашего детства в зоне секса не способствуют зрелым сексуальным отношениям и мешают вам избавиться от табу, заложенных в раннем возрасте. Например, что секс – это грязно и хорошим девочкам такие вещи не нравятся. Замена счастью. Кто-то чувствует себя комфортно только в своей постели, другим необходимы экстремальные места, секс на парте в институте, на поляне, в лифте, на заднем сиденье автомобиля. В любом случае, пусть даже вы любите заниматься этим исключительно на кухонном столе, помните, что главный враг оргазма – привычка. Поэтому сексологи советуют каждые полгода вносить небольшие коррективы в привычные сценарии, переставлять кровать из одной комнаты в другую или секс в машине менять на секс в гостях. Главное, чтобы из ваших отношений не уходил элемент новизны. Новое, неиспробованное, необычное провоцирует выброс в кровь дополнительных порций адреналина, который, в свою очередь, будет гормоном сексуальности. Капля никотина. Сексуальные возможности женщины, как та лошадь. В смысле, им тоже вредны даже небольшие порции никотина. По последним данным ВОЗ, курение, более 20 сигарет в день, у 11% женщин приводит к постепенному тотальному снижению чувствительности эрогенных зон. А это почти то же самое, что и хроническая аноргазмия. Еще врачи в ходе экспериментов обнаружили интересный факт: если вы 3-4 часа до секса не будете курить, у вашего оргазма есть шанс быть более сильным и ярким. Высокие каблуки и тесная юбка. А как же девушки из порно, спросите вы? Они всегда так ходят и вроде на отсутствие оргазма не жалуются. Или просто вида не подают. В любом случае, как бы возбуждающе вы не выглядели в сильно облегающей одежде, врачи утверждают, что это путь к фригидности. Все дело в так называемых венозных клапанах, расположенных в ногах и области малого таза. Схематично женский оргазм можно изобразить так: возбуждение, прилив крови к органам малого таза, вернуться обратно крови не позволяют вышеупомянутые венозные клапаны, нарастание давления, разрядка.
Во время оргазма клапаны резко раскрываются, и кровь уходит по сосудам обратно. 10-сантиметровые шпильки и сильно облегающая одежда могут вызвать нарушение венозного кровообращения и даже повреждение клапанов, отчего отток крови может начаться еще до окончания прелюдии. Вы легко возбудитесь, и также резко остынете. Но с другой стороны, женщина в тапочках выглядит не очень эротично, так что секс может вообще не начаться. Короче, дело к ночи, природа неплохо над нами подшутила. У большинства женщин пик сексуальной активности приходится на время с 21 часа до полуночи. Именно в этот промежуток времени в крови у нас наибольшая концентрация эстрогенов. А с 6 часов до 21 часа нам любви тоже хочется, но не очень сильно. У мужчин все наоборот. Для них оптимален утренний секс. Количество тестостерона в крови в это время находится на пике, а к вечеру терпения и сил у них гораздо меньше. Помочь может постоянство. Ученые вычислили, что после 5 лет совместной жизни гормональные и биологические ритмы у многих пар начинают совпадать. Все в голове. Некоторые особо чувственные девушки способны испытать оргазм в парикмахерской во время массажа головы. Это так называемый тактильный оргазм, который может случиться от простых прикосновений, поглаживания и прочих манипуляций с волосами, где кожа сплошь покрыта гиперчувствительными рецепторами, которые напрямую связаны с зоной в коре головного мозга, отвечающей за удовольствие. Стопы тоже очень чувствительны во время педикюра. Многие стараются думать о чем угодно, кроме собственных ощущений. Имейте в виду, что массаж стоп и кожи головы жизненно необходим кинестетикам, тем, у кого ведущую роль в восприятии информации об окружающем мире и контактах с другими людьми играют не слух и не зрение, а тактильные ощущения. Не в форме. Сможете ли вы прямо сейчас сделать 10 отжиманий от пола, если до этого год не занимались спортом? Мышцы интимной зоны по своему строению не сильно отличаются от мышц предплечья, пресса и прочей скелетной мускулатуры. Без физических нагрузок они становятся атоничными, а оргазм — это не что иное, как сокращение мышц. Исправить положение могут специально разработанные комплексы упражнений, вумбилдинг, в 3 подхода по 10 раз сжать мышцы промежности, и все в таком роде. Но этого мало. Чтобы быть в тонусе, нужны регулярные физические нагрузки для всего организма: бег, плавание, теннис. К учению глухо. Если вы плотно поужинали и вскоре после этого занялись любовью, оргазм может и не случиться. Сытый и довольный желудок будет всячески напоминать о себе, оттягивая драгоценное кровоснабжение. В идеале есть надо как минимум за 3 часа до секса. Еда должна быть не слишком жирной и не слишком острой. Больше всего организм любит продукты,
содержащие фолиевую кислоту, цинк и селен, зеленые листовые овощи, злаки, морковь, бананы, сыр, апельсины, лосось, тунец. Аллергия на секс. Вы занимаетесь этим, а настоящее удовольствие все не наступает. Зато случаются неприятные ощущения вроде зуда, жжения и даже боли. Не исключено, что у вас аллергия на сперму, смазку и, возможно, даже на пот партнера. Выхода 2. Прекратить заниматься сексом с этим человеком или пройти курс лечения. Бывает еще, что аллергия протекает в скрытой форме. В этом случае вы не испытываете вообще никаких ощущений, ни болезненных, ни приятных. Организм, столкнувшись с биологическими жидкостями, которые вы отторгаете, включает защитные механизмы, вырабатывает антитела, снижающие чувствительность эрогенных зон. Чтобы разобраться, что происходит, достаточно просто сдать анализы, тесты на совместимость. Музыка нас связала. Музыка действительно творит чудеса с либидо. Сами того не осознавая, мы иногда не можем расслабиться и отпустить себя только из-за того, что в помещении слишком тихо или, наоборот, слишком громко играет музыка. Уровень шума при этом, как ни странно, важнее темпа и ритма. Хотя, если верить исследованиям на эту тему, самым мощным афродизиаком является композитор Рихард Вагнер. Из неклассической музыки наиболее возбуждающими были признаны диско, регги, джангл и трип-хоп. Удовольствие в резюме. Знаете, какой удивительный феномен открыли социологи? Чем большего женщина добивается в жизни, чем чаще у нее бывают оргазмы. Теперь понятно, почему в позапрошлом веке фригидность считалась нормой. Психологи утверждают, что все дело в самосознании. Как только женщина начинает считать себя не только объектом и претендует на роль большую, чем мать или домохозяйка, она постепенно раскрепощается и разрешает себе получать удовольствие от секса. Исследования показывают, что деловые успешные девушки достигают оргазма в 5 раз чаще, чем те, кто решил посвятить себя домашнему очагу. Не исключено также, что амбициозные особы просто более четко и осознанно умеют добиваться своих целей. Тесная регулярность. Если тренироваться водить машину раз в полгода, далеко не уедешь. При нерегулярном сексе вагина постепенно теряет эластичность, и функции желез, которые отвечают за выработку смазки, нарушаются. Считается, что если вам до 30 лет, то для здоровья нужен оргазм 3-4 раза в неделю, если от 30 до 40 – 2 раза, после 40 – 1 раз. Причем, как вы получаете оргазм, с партнером или мастурбируя, значения не имеет.
Алкоголь минус оргазм после большого джина с тоником или пары стопок виски, вы превращаетесь в секс-маньяка. Все правильно. Стоит выпить лишнего, как печень начинает вырабатывать колоссальное количество ферментов, необходимых для расщепления спирта. Они не только алкоголь расщепляют, но и по совместительству повышают активность половых гормонов. Желание кого-нибудь изнасиловать растет со скоростью света, но по другим параметрам возможности, к сожалению, падают. В частности, резко снижается чувствительность клитора и вагины. Стринги все портит, сексологи при их упоминании содрогаются. Они утверждают, что те, кто носит стринги, могут испортить себе сексуальную жизнь самым радикальным образом. Почему? Ведь, вроде бы, все наоборот. Трусы-стринги оставляют гениталии открытыми для постоянного трения. В результате чего возникает привыкание, и чувствительность снижается. Та же история с привычкой не носить бюстгальтер, она может лишить вас важной эрогенной зоны. На дворе трава. Героиня фильма Вуди Аллена Энни Холл считала, что марихуана для женщины – все равно, что виагра для мужчины. На самом деле, это не совсем так. В малых дозах она действительно может обострять эротические переживания, ваши фантазии становятся ярче. Зато она снижает чувствительность и замедляет рефлексы. Поэтому хронические курильщики марихуаны со временем начинают испытывать проблемы с эрекцией, а курильщики – дефицит смазки. Девочка. Не, созрела. Секс-терапевты уверяют, 2/3 женщин испытывают первый оргазм в возрасте около 30 лет и после рождения ребенка. Более трети впервые улетает за облака, занимаясь сексом во время второго триместра беременности. «30 лет – это наш сексуальный расцвет. В более юном возрасте многие из нас еще не накопили необходимое количество секс-гормонов, в первую очередь тестостерона и эстрогена. Так что, если вам еще нет 30, просто наберитесь терпения, и, кто знает, возможно, оргазм скоро найдет вас сам». Зеркальный потолок и прочие шалости. Заниматься любовью и созерцать собственное отражение в зеркальном потолке – красивая фантазия, но эксперты по фэн-шуй утверждают, что потолок спальни, выложенный зеркальной плиткой, разбивает изображение человека на фрагменты, а значит, символически, и его интимную жизнь. Такой же эффект может оказать обычное зеркало напротив кровати. Негативная энергия будет медленно, но верно разрушать ваш союз. Вообще все находящееся в спальне зеркала надо внимательно исследовать и понять, что в них отражается. Если отражается дверь в туалет, или любая другая дверь, бешеного секса не ждите.
Совсем другое дело отражение прелестного садика, в который выходит ваше окно, или картина, висящая на противоположной стене. И еще. Если ваша спальня располагается на западной или северной стороне дома, где почти не бывает солнца, то старайтесь как можно чаще включать искусственное освещение, чтобы энергии жизни не было в избытке и она могла благотворно влиять на вашу сексуальную ауру. Дурное воспитание. Даже если вы с вашим мужчиной совместимы по всем параметрам, всякое желание заниматься сексом может пропасть из-за элементарного отсутствия условий. Если вы живете под одной крышей с родственниками, особенно если это ваши или его родители, вам, как хорошей девочке, постоянно приходится беспокоиться о том, как бы не вызвать у них смущение или возмущение своим раскрепощенным поведением. Ведь хорошей девочке не пристало вести себя распущенно. Вот и вы время секса не чувствуете, а думаете, например, о том, не слишком ли глубоко скрипит диван. А оргазму мысли, как вы понимаете, только мешают. Он водит меня за нос. Если вы в течение дня пару раз закапали обыкновенные капли от насморка, не удивляйтесь, если к вечеру в постели превратитесь в снежную королеву. Очень часто средства, призванные решать одну проблему, вызывают другие. Среди популярных лекарств есть немало таких, которые с оргазмом, если можно так выразиться, несовместимы. Это средства для понижения давления, транквилизаторы, антидепрессанты и мочегонные препараты. А таблетки от аллергии для снятия симптомов простуды высушивают слизистую вагины намного больше, чем нос. Замерзли ноги, держите голову в холоде, а ноги в тепле. Голландские ученые доказали, что температура ног женщины влияет на ее организм. Вероятность наступления разрядки у женщин увеличивается на 30%, когда и кратко у нее теплые ноги. Связано это с особыми рецепторными клетками, которые располагаются на коже стоп и отвечают за интенсивность сексуального удовольствия. Поэтому в следующий раз, перед тем как заняться сексом, не забудьте надеть теплые шерстяные носки. Это безумно секси. Медленно и печально отсутствие оргазма может быть симптомом не фригидности, а депрессии. Утрата интереса к сексу является самым распространенным признаком вялотекущей депрессии. К счастью, после того, как депрессия проходит, оргазмы возвращаются. Так что, вместо того, чтобы записывать себя в секс-неудачницы, лучше сходите на прием к психотерапевту. Темпо. Он все делает слишком быстро и напористо? Или, наоборот, от его медлительности и основательности водят скулы? Не тот стиль и ритм секса – одна из распространенных причин, мешающих полноценному удовольствию.
Традиционные рекомендации мужчинам быть нежным и ласковым не всегда являются панацеей. Многие женщины, например, получают оргазм только когда все проходит быстро и энергично, в противном случае их вагина раскрывается слишком сильно. У других есть тайные мазохистские фантазии о том, что их берут силой. В идеале сексологи рекомендуют сочетание жестких и мягких стилей, быстрых и медленных ритмов как минимум 2-3 раза за акт любви. Голубая луна. Наш мозг особым образом реагирует на цветовые стимулы. Одни цвета запускают процессы торможения в коре головного мозга, другие, напротив, сильно возбуждают. Все оттенки красного, желтого и оранжевого будоражат сексуальность. А вот тихие, пастельные тона и оттенки зеленого, голубого, даже секс-бомбу могут неожиданно настроить на пуританский лад. Защитная реакция. Гормоны, которые входят в состав оральных контрацептивов, изменяют естественный цикл и часто отрицательно влияют на способность к сексуальной разрядке. Что касается презервативов, то эти важные ребята помимо аллергии могут еще создавать барьеры психологического плана, впрочем, у мужчин чаще, чем у женщин. Они – враги спонтанности и романтики. Спираль тоже может испортить дело. Многим девушкам не дает покоя мысль, что у них внутри инородное тело, которое при сексе может их поранить. К тому же организм, как правило, долго и упорно не желает привыкать к спирали, ценой привыкания может стать снижение чувствительности. Секс-терапевты вообще любят сравнивать спирали с занозой в пальце. Но им легко говорить. Поэтому здесь мы их совет: не предохраняться, слушать не будем и постараемся научиться получать удовольствие в любом случае. Наши эксперты: Алексей Ларин, психотерапевт, вице-президент Российской ассоциации сексологов. Александр Левицкий, кандидат медицинских наук, сексолог, куратор школы управления мужчинами. Светлана Ухова, психолог, ведущая тантрических тренингов. Фото: Антон Земляной. Стиль: Анна Рыкова. Автор: Анастасия Быкова.